Привет, друзья! Для начала дисклеймер дежурный. Все видео на этом канале являются развлекательным контентом. Не используйте наши видеоматериалы как руководство к действию. Этим я снимаю с себя любую ответственность. Итак, мы возвращаемся к розеткам. Для тех, кто недавно прибыл или поступил к нам, или взошел на судно нашего канала, да, напоминаю, у нас остались розетки. Мы первично расчистили розетки. У нас осталось 3 розетки на потолках. Одну мы сняли под будущую формовку. Эти розетки мы не дочистили изначально, поскольку присутствовал залипший мел. Настолько залипший, что руками механически снять его представлялось возможным, но заняло бы просто колоссальное количество времени. Мы искали способы некого химического воздействия на вот этот залипший мел. Почему он залип? Загадка. Возможно, он был прогрунтован в ходе какого-то там ремонта недавнего, после 90-х годов, да? Возможно, еще почему-то, но он настолько там залип, что мы не могли его оттуда снять. Потом мы поработали лимонной кислотой. Она дала прекрасные результаты. Попробовали компрессы, наносили уксусную эссенцию. Она не дала результат по сравнению с лимонной кислотой. И у нас было время подумать, хорошо подумать, что же нам дальше делать, как же нам дальше поступать. В случае лимонной кислоты я пробовал записывать некий экспериментировал с той розеткой, которую мы сняли, там убитая розетка, которая идет под формовку. Сейчас пару кадров оттуда закину. Вот меандр. Часть мы помыли с помощью лимонной кислоты. Вот, например, здесь. Его не поддеть. Он там сидит плотно-плотно. И нам надо как-то чистить вот это вот что-то. Проявить рисунок так, как он проявлен здесь. Вот какой он здесь. И какой он на нерасчищенном, да? То есть это тончайшая меловая корочка, но она полностью перекрывает рисунок. Так, у нас вот что у нас вот сегодня? У нас вот набор мамкиного помощника, да, юный повар. Уксус столовый у нас есть сода пищевая, у нас есть лимонная кислота, у нас есть вода, у нас есть розетка, лицевая сторона, беречь от. Пожалуйста. Значит, упакована розеточка, сейчас мы ее распакуем, это наш будет подопытный, естественно. И вот тут вот такой вот кусочек. Я сделал просто такую ляпку, отливочек сделал гипсовый, у нас есть здесь гипс. Прорезал его немножко вот так, как бы пополам, чтобы можно было легко сломать. Потом в какой-то корытце набрал водички, сделал раствор лимонной кислоты, опустил этот отливок в лимонную кислоту, искупал его там хорошенько, достал. Потом вместо лимонной кислоту вылил, долил сюда содовую воду с содой. И искупал его в этой содовой воде. Вот этот отливочек. Произвел с ним те действия, которые предполагаются к произведению, вот, собственно, с нашими подопытными. А потом я взял кусочек и укусил его. Укусил, я грыз его. Грыз, как бы я его не ел, просто погрыз. Для того, чтобы хоть как-то понять, какой он там получится, соленый, кислый. Он получился нормальный. То есть я не ощутил какой-то особой кислоты или соли. Распаковал розеточку. Вот так она у нас тут выглядит. Все кусочки, все на месте. Сейчас возьму каких-то пару кусков, на которых мы сможем проводить эксперименты. Смело проводить эксперименты. Агрессивно с ними работать, поскольку это будущая модель. То есть мы будем ее переформовывать, сделаем ее новую. Так как эта модель, она потом пойдет как бы на выброс. Нам не нужна, нам нужен отливок. Все-таки мел же не сняли. Хотелось бы посмотреть, да, на цитрат кальция, на саму соль. Мы уже это видели, но давайте еще кислотой. Я сколько-то еще помажу ее, чтобы образовались, собственно, кристаллы соли лимонной кислоты, да, вот, которые образовываются после взаимодействия кислоты с мелом. Так, наверное, достаточно. Я думаю, достаточно. Уже видно эти кристаллики такие. Это уже не похоже на мел. Вот здесь, видите? Надеюсь, видно вот он. Кристаллик. Вот здесь.
Вот они такие. Во, огромный такой, да? Кусок просто. Вот он. Это необычный мел, да? Раскалывается кусками. Вот. Острый. Вот такой кристалл. В общем, понятно, я думаю, да? Такие вот кристаллы. Вот такие кристаллики какие-то, да, вот. В общем, сработало, все сработало. Вот куски, огромные куски просто. Ладно, я сейчас пойду помою эту штуку. Чистить я ее, конечно же, не буду сейчас. Но это уже с легкостью очищается. Это уже не мел, который подлипает, там еще что-то. Нет, это легко уходит все. Так, промыл. Немножечко, так чисто, под краном провел разочек. Чуть-чуть промыл от грязи всякой. Этот наш подопытный экземпляр. Помыл кисть. Тоже помыл ее от остатков, там же кислота была. Да, теперь приготавливаем содовую воду. Насыпем соду в новую баночку. Вот взвесь присутствует. Ну ладно. Не буду же я полчаса там колбасить. Да, я и так пару минут ее. Давайте попробуем. Теперь содовой водой промоем эту деталь. Тоже пузырение происходит, видите, да? Угу. Там, где много напитало кислоты, картон, где напитал кислоту, вот что происходит. Попробовал, поэкспериментировал, и у меня в голове сидела всегда одна мысль – лимонная кислота. Лимонная кислота и уксусная кислота. Различие их в том, что уксусная кислота, она из жидкой формы обратно может перейти в форму кристалла. То есть мы наносили на розетку, кислота работала с мелом, превращала его в соль, происходила реакция, но какая-то часть кислоты была просто нанесена на гипс, она впиталась туда внутрь и дальше продолжает там сидеть в форме кристалла. И при поступлении влаги очередном она превращается обратно, естественно, в жидкость, в кислоту. При нанесении покрытий последующих, грунт, краска, эта кислота может иметь какое-то разрушающее действие впоследствии. И вот это сидело у меня в голове. Мне не хотелось так оставлять. Я советовался с технологом аллигатор, потому что мы будем применять изолирующий грунт аллигатор перед покраской. Но он говорит, ну да, ну если у вас там кислота, ну вымывайте ее, мойте многократно, что делать? И вот эта мысль у меня там крутилась и крутилась. Как же. И решили попробовать способ, который предложил нам наш зритель, наш подписчик с ником на ютубе GDGD. Я так подозреваю, что это опытный лепщик, лепщик-реставратор, который тяготеет, скорее всего, к новоделу. У нас там были с ним такие дискуссии в комментариях. Он советовал использовать обычный 9% уксус и наносить его с помощью распылителя, настаивая при этом, что в этой реакции должна участвовать вода. Мы попробовали и да, уксус, обычный уксус работает. Большое вам спасибо за такой совет, за подсказку, это классно. Вообще классно, кайфово вести такой канал, то есть узнаешь много нового и интересного в процессе общения. Большое спасибо еще раз. Да, это сработало. Да, это работает не так, как работает лимонная кислота. Более медленно. Но существует один большой огромный плюс. Уксусная кислота, она при высыхании не превращается в кристалл. Она просто испаряется. То есть мы не наносим никакого вреда. Чтобы превратить уксус в кристалл, его нужно заморозить. И этот способ выбрали как более действенный, как более безопасный способ. Наносим обычный столовый уксус 9%. Он как-то работает, а мы механически дальше счищаем остатки мела. Те, которые просто с помощью воды мы не могли убрать. Вот такой контраст
Слева почищено, справа не почищено. Сейчас ближе подойду еще. А что, обедать будем вообще когда-нибудь? И вот вблизи, да, мигает свет, но по-другому не будет. Только так будет. К сожалению. Ту часть, которая справа, с помощью обычных средств, с помощью воды, механическим путем не удалось почистить. Сейчас удалось. Вот слева как получилось. Вот так выглядит готовая расчищенная розетка. Одна из, она полностью готова. Смотрите, как все проявилось. Она сейчас еще немножко влажная, потому что мы вчера тут работали. Смотрите, как она уже читается. Абсолютно полная читаемость всего. Читаются листья, читаются все завиточки листочков, читаются вот эти вот пальметочки, орнамент вот этот, да, пальмочки такие. Все очень хорошо, классно читается, все читабельно. Вот эта розетка, тоже мы ее обработали также. Тоже все прекрасно читается, как бы, чтобы она влезла в кадр. Вот так она выглядит, вот так чуть поближе. Видны следы коррозионной вот этой корщетки. О, как тут во время прошлого ремонта терли ее, да, издевались над нею. То есть они мел срывали с помощью металлической корщетки. То есть вот так хрусь, хрусь, хрусь. И ничего не шевельнулось даже у них там в голове. Ну вот такая она почищенная. Вот так она выглядит почищенная. То есть все полностью читается, весь мел убран. Замечательно, прекрасно. И сейчас мы работаем вот с этой розеткой. Вот. Правая от вас половина, она почищена, но не помыта. Мы как действуем? Мы несколько раз наносим уксус распылителем, потом даем этому всему немножко расслабиться, потом механическим инструментом счищаем. Очищается оно как будто бы обычный мел, смоченный водой. То есть уксус его расслабляет, вот эти корочки все, и это хорошо работает. И потом можно разочек замыть, с целью не только почистить, а с целью еще убрать соли, потому что в результате воздействия уксуса на мел мы получаем соль. Что это будет? Ацетат. Мы получаем ацетат кальция. То есть некие кристаллики такие. И вот мы можем их вымыть щеточкой, либо механически после какого-то высыхания немножко убрать. Я надеюсь, что разница видна как-то. Справа уже почищено, не помыто, а слева еще не чищено, но здесь сухо. Сейчас поднимемся туда и немножко поработаем, покажем, как идет вот такой вот процесс с нанесением уксуса, обычного столового уксуса. Мы купили обычную уксусную кислоту, то, что называется уксусная эссенция, 70%, и разбавляем ее где-то 1 к 6, 1 к 7. То есть по объему. Здесь 180 мл, получается чуть больше литра воды. Там точность, вот, я думаю, особо не нужна в этом. Да? Просто берем, без зазрения совести выливаем. У нас там где-то литр с копейками. Выливаем туда кислоту. И в итоге получаем что-то похожее на столовый уксус. Она просто банально чуть-чуть дешевле. То есть, ну, там, пускай это будет разница в 10-20 рублей, но все равно мы можем ее использовать вместо обычного уксуса. Да? Для этих целей мы используем самый такой старый убитый распылитель. Ну, потому что, естественно, уксус, ну, все будет ржаветь, все металлические части. Вот видно, эта штука уже позеленела даже. Она латунная, скорее всего. Форсунка, сопла. Взболтали и дали давление. И пойдем сейчас работать. Кажется, что вот эта часть, кажется, что она чистая. Вот это уже влажная. Здесь уже работали уксусами, мы ее подчистили. Оказывается, что здесь чисто, на самом деле нет. Здесь сухо. Здесь просто сухо, банально. Сейчас попробуем наносить уксус. Он работает, да, но по сравнению с тем, как работает кислота лимона, он работает медленнее. Но зато он позволяет потом работать с мелом, как будто бы мы смочили просто водой. Давайте попробуем. Вот видно, как происходит реакция. Шипит. Видите, да, как шипит мел? Сразу проявляется мел темный.
И вот на таком этапе где-то можно чуть оставить, пройти дальше, потом вернуться и опять чуть-чуть покрыть, чтобы дать ему возможность размягчиться и немножко поработать инструментом. Вот здесь хорошо видно. Вот, смотрите, мел сразу появился. Казалось, там ничего не было, да? А нет, мел там есть. Уже не так выглядит чисто, как было, да? Уже видно мел. Стало видно хорошо мел. Вот он. Вот он везде. И правая сторона у нас почищена. Ну и сейчас можно чуть-чуть попробовать поковырять, чуть-чуть убрать какое-то наслоение меловое, чтобы дать доступ дальше к следующему проходу уксусом, собственно. Где у нас тут много было? Вот здесь. Вот, а сколько. Во. Мел. Еще бы, чтобы видно было. Вот мел. Он чуть-чуть расслабляет, но не сильно. Но теперь можно чуть-чуть сковырнуть. Немножко. И еще раз обработать уксусом. Происходит реакция. В результате мел преобразуется в соль. Зритель, который нам рекомендовал, такой способ рекомендовал чистить щеткой. Но мы попробовали, все-таки у нас много, тут большое наслоение этого мела. И все-таки, как по мне, удобнее инструментом немного поработать, почистить и потом в конце смыть. Но может быть правильно было бы, наверное, щеткой. Не знаю, не знаю. Ну вот щеткой не особо она сходит. Все равно вот там сидит мел, вот он, видимый там. А инструментом я могу его, в принципе, оттуда немножко убрать. Плюс тут такая присутствует как будто зеленоватая корочка. И она, скорее всего, возможно, что это старая грунтовка. Старое грунтование олифой. Поскольку вот она сходит корочкой. Возможно, недостаточно горячем виде оно наносилось. Не знаю, не знаю. Ну, как-то очищение происходит. Видимо, происходит. Вот сколько-то почистили, да? Чуть-чуть так. Уже проявили. Уже лучше. И еще разок уксус. Все равно вот видно, хорошо, видно, происходит реакция. Ну и так несколько раз будем проходить по кругу и очищать. И вот где-то раза с третьего, с четвертого мы подчищали инструментом, подчищали, потом дальше снова смачивали. И вот раза с третьего, с четвертого, наконец-то вот это вот выглядит вот так. Добрались до залежей меловых. Вот сколько там мела. Вот пена меловая, да? Видно. Вот это уже есть оно. И тут такой момент, что опять напоминаю, что если бы у нас снимался этот мел, если бы он уходил, как обычно он уходит сам по себе, мы бы не заморачивались ни кислотами, там, ничем. Мы бы просто почистили. Но мы вынуждены вынуждены пойти на такую меру и обрабатывать какими-то химическими средствами. Не идеально, не легко, но все-таки вот эти корочки, они вычищаются. О, грязишка. Ну, уже это не мел, это уже мел и соль, скорее всего. Вот здесь попробуем. И здесь надо еще смачивать. Не очень-то легко сходит с бусинок. А здесь легче уже. Вот. Отваливается мел этот. Прекрасно. Просто прекрасно.
Так, как-то почистили. Уже, по-видимому, достаточно. И немного замоем. Смоем остатки соли. Ну и в целом сделаем ее чище. Вот так на финише расчистки выглядит эта розеточка. Что мы сделали? Мы промыли, потом аккуратненько инструментиками еще какие-то сопельки там собрали, что-то где увидели. Но вычистили прям, я не знаю, 999 из 1000, как мне кажется. Убрали инструментом и потом полусухой кистью так чутка там промели, поработали, ну, чтобы убрать всякую пыль там и так далее. Вот теперь можно наблюдать, какая она должна была бы быть. Листья, виноград. Камера по-другому видит, наверное. Тут всякие вот завитушечки виноградные. Завиваются, вьются. Вот так. Меандр. Не знаю, видно его, не видно. Меандр везде. Расчистили. Вот эти вот фасочка у него такая, цировочка, как бы снятая фасочка, да, там. Выкружечка маленькая. То есть мы его расчистили полностью. Он теперь полностью чистый. Да и все чисто. Чисто-чисто. Чистят-чистят. Чисто-чисто. Вот так. Теперь она выглядит замечательно. Просто прекрасно. Просто прекрасно. Очень хорошо. Вот таким образом закончили расчистку розеток 3. В дальнейшем с ними будет работать Саша уже. Она будет восстанавливать, что-то там дополнять и так далее. Еще раз всем большое спасибо за диалог, за подсказки, за помощь. Есть некая, скажем так, не то чтобы уверенность, но такое ощущение, что это проделанное безопасно. Более безопасно, чем если бы там была лимонная кислота, поскольку уксусная кислота, она оттуда испарится из гипса и не будет в последующем вредить покрытиям, краске, грунтам. В случае с кислотой мы бы получили там кристаллы, которые при увеличении влажности обратно перешли бы в жидкое состояние и могли бы разрушительно влиять на наше покрытие. Ну, пока такое вот видение. Напоминаю, развлекательный контент. Это развлекательный контент. Не повторяйте за нами. Не используйте наши видеоматериалы как руководство к действию. Все, что мы делаем на этих потолках, согласовано с собственником этой квартиры. Предостерегаю. Я снимаю с себя любую ответственность за ваши действия. Саша тут готовится к антисоли. Ну, это не реклама, не смотрите. Короче, будем мыть мы антисолью. Почему? Почему? Зачем нам антисоль? Ладно, не пихай мне эту штуку. В общем, ребята, пошла соль у нас. Это естественный процесс. Итак, у нас есть 3 розетки. А еще одну Саша формовала розетку. Она уже только что залила ее силиконом. Вот, там она. И она была ужасно, жутко соленая. То есть соль вышла моментально. Почему? Предположение мое такое. Строится она на визуальном наблюдении. Вот эта розетка, которая заформована, которая будет, надеюсь, она была вот там. Вот в этом месте. Сюда мы ее обратно и вернем. Кто помнит, кто смотрит с самого начала наши видео, да, помните, мы ее там с таким трудом оттуда вытаскивали. И у нас здесь была протечка. То есть весь тот потолок, он сходится вот так как бы конусом вниз, и сквозь него текло 100 лет, более 100 лет, 110 лет сквозь него текло. Здесь тоже текло, везде текло, но там текло больше всего протечек было в той комнате. Так вот, та розетка была с жуткими выходами соли. Здесь соль вышла тоже очень сильно. Сейчас я подниму камеру выше и надеюсь, вам что-то будет видно. Я надеюсь, что вы видите пушистую соль. Соль везде, соли много. И именно на этой розетке. То есть она по всей плоскости. Где чисто, где грязно, где желтое, где не желтое. Везде есть соль. Эта соль, это не ацетат кальция, который образовался после того, как мы воздействовали на мел уксусом. Нет, это минеральная соль, скорее всего, после протечек, после дождевой воды. Вот здесь, на этой розетке соли много. Она такая пушистая. Пойдем в следующую смотреть. Смотрим эту. Везде одинаково обрабатывали, да, уксус. А здесь очень хорошо видно. Смотрите, вот справа соли нет.
Слева соли нет. А вот здесь, где желтизна, видите, где желтая, вот, тут массивные протечки были. И вот там соль есть. Соль присутствует, видно ее. Налет такой. Вот где желтое, где много текло, там соль есть. В других местах нет. И почему она вышла вообще? Почему соль вышла? Потому что мы мыли. Мы мыли, вымывали, промывали чистой водой потом, да? И вот на этой розетке еще более заметен этот момент. Соль есть только вот возле крюка. Вот там, где сильно желтая. Вот здесь, где желтая. Вот там соль есть. Вот. А здесь, где чистенькая, где не желтая, соли никакой нет. Вот так. Вот так. И мы решили применить антисоль. Вымыть, попробовать вымыть, промыть. Ну, как указано на инструкции. Там надо нанести ее, дать 15 минут, потереть, там 15 минут подождать и смыть водичкой. Пришлось убрать лампочку. Вот Саша у нас тут в щитке, в перчатках, все. Не получилось, сейчас. Запотевает. Сопли вылетели или что? Нет, запотевает. Вот. Пришлось снять лампочку, поскольку, чтобы не налить на нее, чтобы чего не вышло, как бы чего не вышло. Ну давай нам наноси, а играется она в щитке. А, ну он тоже вот все там. Вообще. Ой, я, пожалуй, бегу. Там Беги, кислота какая-то, и она срабатывает. Тоже, а ну-ка. Тихо. Сейчас, подожди, ты сам не шуми. Не уксусная там кислота в случае? Написано, что в составе неорганическая кислота. Так, не в качестве рекламы, просто мы это используем. Сейчас это что у нас? Это неомид. А ну-ка, дайте мне свет. Какой-то хотя бы. Неомид, антисоль для удаления высолов минеральных и фосфатных. И она срабатывает, видимо, просто у нас света нет. То есть... уксусной кислотой. Что, серьезно? Короче, еще раз уксуса наливаем, походу, да? Жесть. Мне сейчас плохо будет. От уксуса? Что, серьезно? Давай окно Нет. откроем. Мне плохо будет от того, что мы еще раз туда уксус налили. А я не чувствую, что кислотой. Я чувствую. Как. Да. Ну да, есть чуть запах уксуса. Короче, это обычный уксус, ребята, под видом. Не обязательно, что обычный. Откроем окно. Саша говорит, что это не обязательно обычный уксус, но пахнет уксусом. То есть, вот. Вот такая антисоль. Состав: неорганическая кислота, комплексообразователь, этиленгликоль, смачиватель. Вот так. Пахнет уксусом. Ну, не совсем, но присутствует. Ну да. Мы, оказывается, инструкции, как обычно, как обычные люди, мы читаем инструкции по диагонали. Знаете, вот так по диагонали, если читать, можно так, либо вот так. Короче, не 15 минут надо подождать, а 5-10. Мы подождали 10 минут где-то. И надо было предварительно убрать механическим путем. Мы торопыги, то есть надо было промести кистью, убрать как бы крупные крупинки соли, если они убираются. Но мы тут этого не сделали. Но здесь было мало соли. Но это нас все равно не оправдывает и не украшает. То, что мы плохо читаем инструкции. Вот что. Промываем водой. Мне на голову и в глаза причем. Так, для глаза на голове? Да. Ну ладно. Хоть биологию помню. Химию не помню, биологию чуть-чуть помню. Где глаза на голове. Тут мы поумнее уже и счищаем кистью. Сначала мы поумнели. Что, мало говоришь? Да, здесь очень мало. Непонятно. Я не вижу ничего. Может, ты ничего не видишь. Ну, где видишь, тогда снимай. Не вижу. Правда. Ну, вроде разъедает что-то. Но не все.
Вот еще раз придется так сделать. Вчера мы помыли розетки антисолью. И спешу всех обрадовать. Соли нет. По крайней мере, за ночь она не появилась. Соли нет, поэтому можно, пожалуй, приступать к догипсовке. Замазывать шурупы. Вот здесь очень, такая довольно сложная задача. Нужно подровнять плинт розетки и потолок. То есть вот здесь, возможно, даже немножко придется нарастить рисунок. Вот это довольно интересная часть. То есть это рисунок розетки такой, как будто бы она вставлена в потолочную часть. Вот она в целом. Есть такое обрамление. Вот она по периметру. А тут как бы на потолке уже рисунок. Вот. И вот это все нужно привести в порядок, подровнять вместе с потолком перед финишным шпаклеванием. Вот, видите провальчик? Вот. Ну и, собственно, пройтись по всей розетке, убрать какие-то трещины, сколы, дырочки, саморезики еще, эти шурупчики я еще загрунтую. Еще раз, потому что выступила ржавчина по новой, мы тут ее мыли всячески кислотами и прочим. Догипсовывать буду смесью гипса и Витонит GS. Это для нас универсальная смесь для догипсовки. Беда, печаль, огорчение. Эту розетку тоже мыли от соли, она кое-где осталась. Наверное, я сейчас ее пройду. Вот, можно увидеть, вот они, косявки торчат. Так, я думаю, что в этих местах только точно, где осталась соль, я еще раз пройду антисолевым составом, чтобы, всю розетку уже не мыть, она и так такая замученная. Если приглядеться, ее и корщетка, и краска, и тут еще этот мел какой-то, он еще пооставался, столько ее мыли. И самый неприятный момент, один из самых неприятных моментов, она так утонула. Это нечто. Вот это все мне придется добирать. Я не знаю, какими-то немыслимыми способами это все добирать, сводить с потолком. Виной всему, во-первых, кривизна, то, что мы сюда много навалили шпаклевки, плюс поклейка сетки, вот, плюс сама по себе шпаклевка дает слой. В общем, беда. Вот, хорошо. То есть ничего хорошего, что поделать. Также по шурупам пройдусь еще раз. Выступила ржавчина, ужас какой-то. Вот. И по догипсовке, вот трещины, их расшиваем и замазываем. И здесь надо будет долго, упорно мазать, шкурить, мазать, шкурить, мазать, шкурить. И она довольно большая. Ой, по этой розеточке тут совсем чуть-чуть была соль. В принципе, ее нет. Не вижу смысла уже ее мучить. Вот, она, наверное, самая такая целая, самая красивая. В том плане, что ее не надо тут практически сильно мазать, как с большой розеткой. Вот, так что трещинки заделаем, саморезики, шурупчики закрасим, замажем. Короче, красота. Она меня больше всех радует. Вообще. Солнышко, пусечка, лапочка. Вот, спешу показать, как получилась уже догипсованная розетка. Единственное, остались эти шурупы. Я загрунтовала и не стала сразу замазывать, пока грунтовка не высохнет. Но вот результат примерно такой. Она стала гладенькая, сладенькая, приятная на ощупь. Но единственный минус. Мы обрабатывали соли, и в некоторых местах та же самая история, что и на модели. Вот, кусочек отвалился, то есть все-таки соль не ушла вся, и, возможно, после полного ее высыхания придется ее еще раз проходить и доделывать.
ничего не могу с этим поделать. Ну, честно, непонятно даже, что с этим делать. Вот. Также обработали крюк. Там что-то было намотано, краска, в общем, ну, просто подшкурили. Дальше его можно защитить от ржавчины и в дальнейшем эксплуатировать под люстру. Вот такая розеточка. По этой розетке еще раз пройдусь. Вот все гвоздики загрунтованные, догипсованы. Никаких страшных зияющих дыр. Вот такая история. Так, косяк. Проступила ржавчинка. Это мы исправим. Почему я так, типа, потом я буду к этой розетке возвращаться, если вы можете увидеть. У нас по-прежнему выступает соль, и мне придется еще неоднократно обрабатывать эту розетку антисолью, видимо, антиржавчиной, и догипсовывать и так далее. Но хотя бы сейчас у нее какой-то есть, ну, относительно готовый вид, поэтому еще раз красивая проходка. Итак, друзья, мы еще раз посмотрим на эту розетку перед тем, как я ее буду догипсовывать. Вот можно наблюдать загрунтованные шурупы, все ее разрушения. Здесь был очень тонкий слой плинта, экономили гипс, по всей видимости. Ну и, в общем, такие трещины, недочеты, сколы. Все это мы сейчас будем устранять. И давайте еще вид снизу. Вот такая розеточка. Будем работать. По догипсовке розеток старых, которые мы не снимали, в общем-то, я все замазала. Пришлось немножко поработать кисточкой, потому что, в общем-то, ну, сильно была так покоцана вся розетка. Вот. А сейчас жду высыхания. Вот уже поля пришпаклеваны к потолку. Можно наблюдать, это тоже потом я вышкурю. И, наверное, еще раз пройдусь, чтобы уж наверняка. Вот. И что остается? Остается пройтись, подшкурить, какие-то еще устранить дефекты. И дала, конечно, вот влага, дала такую приличную желтизну. Ну, нам с этим ничего не поделать. Будем пытаться это все, ну, как-то немножко хотя бы скрыть грунтовками, красками. Вот, надеюсь, что получится сносно. Вот, а так она, в принципе, ну, она чуть-чуть замыленная стала, но, в принципе, я думаю, годно. По-моему, она вообще классная. Вот такие дела. Еще раз хочу вам показать, что получилось с розеткой, самую первую, которую мы делали. Вот смотрите. Так, я проходила средством против соли, и затем его смывала, и затем была догипсовка. Все равно выступила соль. Можно наблюдать ее. Вот сейчас розетка уже хорошо так подсохла, у нас не было несколько недель. Вот. И можно видеть сухая абсолютно розетка, и на ней такие, можно сказать, оспинки. Вот, особенно в центре много. Посвечу этим лампочкой. Вот, в центре много, и они, ну, с одной стороны, как будто бы не мешают, а с другой стороны, все-таки я еще раз обработаю средством против соли, чтобы наверняка, потому что все это дело у нас идет под покраску, вот, и я не хочу, ну и кроме того, вот кое-где можно увидеть, там в центре за валиком, там прям вскрылась под маской, ну и вообще вид так себе, вот, и почему еще раз буду проходиться солью, не солью, средством против солей. Я не хочу проверять, как оно будет потом работать под краской, и уж тем более не хочу, чтобы в дальнейшем краска вскрылась, и эта соль начала везде там выступать и так далее. Слишком много сюда потрачено времени, труда, сил, средств, вообще ресурсов на это потрачено очень много, и ну, сейчас
ни в коем случае я не хочу допускать какой-либо халатность вообще в работе. То есть пускай мы немножко затормозимся с этой розеткой, и опять она долго будет сохнуть, вот. Но чтобы успокоить свою совесть, я сделаю еще раз, еще один проход, или который уже там второй, третий, пятый, десятый, я уж не помню. Ну, короче, еще раз обработаю средством против соли. Привет! Это видео для наших самых внимательных подписчиков. Смотрите, перекручиваем. Вот я вскрыла саморезы черные. Можете увидеть пока не намека на ржавчину. Но так как мы полностью с вами согласны, что лучше вкрутить оцинкованные саморезы, я сейчас это сделаю. Эмбимбаб мырышт эсдигинен кискиштер. Ну вот, пожалуйста, оцинкованные саморезы, как и просили. Руки трясутся, настроение на нуле, так как пришлось крутить вручную. А здесь были саморезы 60, наверное, или 55. Вот, оцинкованные были 70. Так что последние 1,5-2 сантиметра я вкручивала вручную. Так что большой привет! Ну и вот, и уже приступаю к этой розетке. Она, пожалуй, будет самой сложной, потому что она довольно сильно утонула в плоскости потолка. То есть мне нужно будет вот эти все примыкания к потолку добавлять, и я буду добавлять рисунок, но ничего с этим не поделать. То есть нужно как-то выходить из этой ситуации. Вот. Ну и плюс ко всему, конечно, тут это было уже многократно, возможно, показано. Вот, царапки от инструмента, царапки от корщетки, вот, тяжелые расчистки и вообще от тяжелой судьбы этой бедной несчастной розетки. Вот, очень хочется ее поскорее спасти, сделать ее максимально красивой, какой она была изначально, какой она должна быть. Так, что я делаю с этой розеткой? В первую очередь дочищаю. Затем подшкуриваю. Далее делаю насечку. Затем грунтую. Сводим плинт розетки с плоскостью потолка. Не забываем про поля между рисунком.
Подравниваем геометрию. Инструментом замазываем крупные утраты. Доводим труднодоступные участки мелким инструментом. Снимаем излишки раствора. Смотрим, что у нас получилось. Теперь устраняем царапины по всей поверхности с помощью кисти.
Смотрим, что получилось. И еще раз подвожу примыкание к розетке, но теперь делаю это шпаклевкой. Что мы используем для этой работы? В первую очередь ручки. Далее грунтуем Тиф-грунт аллигатор. Смесь для догипсовки. Это гипс, смешанный с Витонит GS. Шпаклевание периметра. Шпаклевка Фейншпахтель аллигатор. Извините, по-немецки не очень хорошо говорю. Далее шкурим обычной наждачной бумагой Мирка 120. Кисточкой проходили рисунок смесью гипса со шпаклевкой Витонит GS, также 50 на 50. Это все материалы, которые мы используем для догипсовки розеток. Ну и наконец-то шкурим. Итак, смотрим, что получилось. Вот такая розетка получилась после нашей работы. Эта розетка, я бы заметила обязательно, эта розетка исключение. То, что я с ней делала, обычно мы не делаем с другими розетками. Потому что с ней было много проблем, ее сильно покалечили, она была не покрыта горячей олифой, то есть гипс был низкого качества и очень-очень слабый. Поэтому то, что я ее полностью шпаклевала, полностью шкурила, это отдельная работа, которую мы обычно не проводим. То есть, сложная работа. Вот. В качестве итогов здесь розетка загрунтована Тиф-грунтом. И после него заметно выступила еще сильнее желтизна. Но вы на этот счет сильно не беспокойтесь. Мы будем покрывать эту розетку изолирующим грунтом. Хафтеншпергрунт. Хафтеншпергрунт. Мы ее покроем изолирующим грунтом, затем покрасим краской, и этой желтизны совершенно не будет видно. И помоем водой. Нет. Помоем водой, покрасим краской. Это смешно. Нет. Мы будем грунтовать грунтовкой, красить краской и мыть водой. Хорошо. Собственно, вот такая розетка получилась. В нее вложено очень-очень много труда, очень много рабочих часов.
очень много сил, усилий. Это немножко разные вещи. Я, честно, очень не страдала, но мне было тяжело. Старалась. Я старалась. На самом Честно, деле, я ребята, на самом деле, я веду статистику таких работ, под 100 часов 3 розетки у нас заняли. Это неимоверно. То есть это модельная работа. Ты могла в это время сделать такую же розетку, вылепить при условии хорошего модельного фонда. Теоретически, да. Да. То есть вот это как бы могло быть моделью. Можно было делать ее с нуля. В тех же трудозатратах. Временных, скажем. Или времязатратах. Как-то так. Ну что, эта розетка, она у нас вторая из 3 под реставрацию была. И она тоже задала мне жару. Вот. Мы ее многократно обрабатывали от соли. Соль выступала отвратительнейшим образом. Вот. Я ее раз подмазала, выступила соль, пришлось заново это смывать и еще раз подмазывать. Но перед этим я погрунтовала, сделала как на большой розетке. Вот. Сейчас у нее, ну, скажем так, приемлемый вид. Мы сейчас уже грунтуем вовсю, но эта розетка еще не закончена. Мне нужно обойти периметр, пошкурить, еще пройтись по самой розетке и уже только потом грунтовать всеми грунтами, о которых мы уже 100 раз говорили. Вот. Будем говорить в других роликах. Здесь из интересного мы оставили номер, не знаю, что это номер. Покажи. Да. То ли это номер, то ли это инициалы, можно вот с этой стороны посмотреть. Либо это 16, либо это 91, либо это чьи-то инициалы. В общем, я не стала их замазывать, мы их оставили на память. Заказчик сказал: да, окей, все замечательно. Вот. Видно, что она еще зашпаклевана, это я буду ее доводить, прежде чем грунтовать. Вот. Ну, в общем, розетка получилась в целом неплохая. Много с ней тоже было занятий. Много часов я на ней провела. Небольшой спойлер. Сейчас я рассказываю про 3-ю реставрируемую розетку. И так как мы уже грунтуем, уже наносим изолирующий грунт, она загрунтована. И мы ее покажем в следующем ролике. А спойлер почему? А потому что мы покажем ее чуть-чуть, только с грунтом. Вот так она выглядит. Это Хафтуншпергрунт, нанесенный сверху. Розетка предварительно загрунтована тиф-грунт. И выглядит она вот так. Есть легкая желтизна. Эта желтизна сопоставима с вот той желтизной. Саша говорит, что она была даже более желтая, чем вот эта. Поэтому Саша говорит, что мы не боимся этой желтизны. Нет, мы ее не боимся. Поскольку в готовом виде ее фактически не будет. То есть можно еще одним проходом Хафтуншпергрунт убрать. Но в готовом виде все эти потолки мы, друзья, вам покажем в отдельном ролике, если даст Бог нам сил и здоровья. Вот. Пока это не готово, но можно уже так прикинуть, как оно будет все. На этом мы заканчиваем рассказ о розетках. Большое вам спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Вы знаете, что делать. Лайки, комментарии, колокольчики. Пишите свои мнения, замечания. Нам очень интересно знать все, что вы думаете по этому поводу. Вот. Спасибо вам большое.